Всем привет! В этом видео я вас хочу научить, как вязать вот такой замечательный шарфик крючком. Он прекрасно подойдет на весну или на лето. Можно связать из хлопка и носить такой шарфик в церковь, куда захотите. Также можно сделать палантин. Вяжется он очень-очень просто. В ширину я связала 26 сантиметров. Это идеальная ширина для шарфика такой плотности. Но расход пряжи тут минимален. Всего один моток мне понадобился. 50-граммовый моток, чтобы связать шарфик длиной 110 сантиметров. Очень маленький расход пряжи, поэтому этот шарфик стоит вязать. Вяжется он очень просто, и если вы начинающая вязальщица, вы тоже с ним справитесь. Я буду показывать медленно, чтобы все было понятно. Пряжу я выбрала лето от Color City, это хлопок плюс микрофибра, в 50 граммах 350 метров. Ну и крючок на 1,75 мм от Кловера. Крючок маленький, для такой пряжи идеален. Ну а вот схема, по которой мы с вами будем вязать. Она очень простая, тут всего 4 ряда, которые повторяются, но по сути это 2 ряда, которые вяжутся в шахматном порядке. Вначале мы набираем цепочку из воздушных петель, кратное 6, вот, и добавляем одну воздушную петлю. Я всего набирала 85 петель. В начале первого ряда делаем 3 воздушные петли подъема и столбик с накидом. 5 воздушных петель. Теперь в каждую шестую петлю будем вязать вот такую галочку и 5 воздушных петель. Галочку, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом и 5 воздушных петель в каждую шестую петлю. А в крайнюю петлю провязываем просто 2 столбика с одним накидом. Вот такой ряд. Давайте его свяжем. Я взяла пряжу потолще, чтобы вам было лучше видно. И из нее буду показывать, как вязать образец. Весь шарфик в ширину я вязать не буду. Итак, делаем первую рабочую петлю и набираем 6 воздушных петель. Мне вот так проще набирать по 6 воздушных петель и набираем цепочку из воздушных петель нужной длины. В моей цепочке 85 воздушных петель. Можно просто набрать 85 воздушных петель, а можно вот так по 6 петель набирать. Если вы набирали кратное 6, то обязательно добавьте еще одну петельку. Вот с этой петелькой у меня 85. Пальцем ее отмечаем, потому что именно в нее мы будем вязать. И вяжем первый ряд 3 воздушные петли подъема. Так. И теперь в ту петлю, которую мы отметили пальцем, вот она, провязываем 1 столбик с одним накидом. Все. Теперь отсчитываем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, и вяжем в шестую воздушную петлю цепочки. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она, шестая петелька. Заводим в нее крючок обязательно за 2 нити. Вот, видите, 2 нити на крючке, чтобы петелька у нас не вытягивалась. Захватываем нить и провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, накид, заводим в эту же петлю крючок и провязываем 2 столбик у галочки. Вот так вяжется галочка. 5 воздушных петель. Накид, отсчитываем шестую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она, шестая петелька. Заводим крючок обязательно за 2 нити и провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля и столбик с одним
накидом. Еще одна галочка готова. Я вяжу образец, поэтому, конечно, в ширину у меня будет он небольшой. Итак, 5 воздушных петель. Делаем накид, отсчитываем снизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестую петлю, заводим в нее крючок, провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля, накид, в эту же петлю провязываем столбик с накидом. Ну и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, снова отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В шестую петлю за 2 нити заводим крючок и провязываем галочку. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, столбик с одним накидом. Теперь нажмите на паузу и довяжите весь ряд до конца. В конце должно остаться 6 воздушных петель, как у меня. После крайней галочки делаем еще 5 воздушных петель и в самую последнюю петельку, шестую, провязываем 2 столбика с одним накидом. Не галочку, а только 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и второй столбик. Ну и все, первый ряд готов. Обратите внимание, он вот такой кривой немножко должен получиться. Не добивайте, чтобы он был ровный. Вот как сейчас он идет, так и должно быть. Вяжем второй ряд. Посмотрите, все 3 следующих ряда будут начинаться с 6 воздушных петель. Затем под цепочкой столбик с накидом 3 воздушные петли, столбик с накидом 3 воздушные петли. Под цепочкой столбик с накидом 3 воздушные петли, под воздушной петелькой столбик с накидом и так до конца. Крайний столбик вяжем в 3-ю воздушную петлю подъема. Итак, давайте этот ряд свяжем. 6 воздушных петель в начале ряда. Очень удобно, что 3 ряда будут начинаться с 6 воздушных петель. Накид прямо в середине цепочки. Заводим крючок и провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Под воздушной петелькой у галочки провязываем также 1 столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Опять в середине цепочки из 5 воздушных петель. Прям под цепочкой заводим крючок, провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Накид, под воздушной петелькой у галочки столбик с одним накидом. И снова 3 воздушные петли. Нажимаем на паузу и довязываем свой ряд до конца, потому что в вашем шарфике, конечно же, большее количество элементов. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Вы всегда можете перемотать видео назад и со мной продолжить вязать. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. И так довязываем ряд до конца. 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, под цепочкой вяжем столбик с накидом. Довяжите ряд до конца,
3 воздушные петли, а заканчивается он накид, заводим крючок в третью воздушную петлю подъема и провязываем столбик с одним накидом. Вот такой очень простой ряд, как и все последующие ряды. Итак, давайте вернемся к схеме и разберем новый третий ряд. Опять 6 воздушных петель подъема и в вершинку столбика провязываем галочку. Столбик с накидом, воздушные петли, столбик с накидом. 5 воздушных петель. Теперь в каждую вторую вершинку будем провязывать галочку. 5 воздушных петель. Одну вершинку мы пропускаем, а во вторую вяжем галочку. В конце 2 воздушные петли и столбик с 2 накидами. Вот как тут в конце заканчивается, конечно, вместе аккуратно все провяжем. Итак, 6 воздушных петель в начале ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем наше вязание. И вот прям с самого первого столбика начинаем вязать. Накид, вершинку столбика, заводим крючок за обе стенки, видите? И провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, столбик с одним накидом. После галочки 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Первый столбик мы пропускаем, а вершинку второго столбика вяжем галочку. Столбик с накидом, воздушная петелька, столбик с одним накидом. Вяжем вершинку каждого второго столбика. Ну и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Опять делаем накид. Вершинку второго столбика заводим крючок и провязываем галочку. Столбик с накидом, воздушная петелька, столбик с накидом. После каждой галочки делаем 5 воздушных петель. Опять делаем накид. Во вторую вершинку заводим крючок и провязываем галочку. Столбик с накидом, воздушная петелька, столбик с накидом. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Опять во вторую вершинку заводим крючок, провязываем галочку. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Вот я дошла до конца ряда. В конце делаем 2 воздушные петли и 2 накида на крючке. Отсчитываем третью воздушную петлю подъема и в нее вяжем столбик с 2 накидами. Вот так необычно закончился этот ряд. Полюбуйтесь, какой у нас он получился. Ну и давайте разберем новый ряд. Опять 6 воздушных петель и столбик с накидом. 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Этот ряд точно такой же, как второй ряд у нас был на схеме. Но крайний столбик мы вяжем в 4-ю воздушную петлю. Вот она, видите? Здесь важно вот это только не забыть. Итак, делаем 6 воздушных петель в начале ряда. Поворачиваем наше вязание. Накид под воздушной петелькой, провязываем столбик с накидом. Теперь чередуем 3 воздушные петли под цепочкой. Делаем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Под воздушной петелькой столбик с одним накидом.
3 воздушные петли под цепочкой, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли под воздушной петелькой, галочки, столбик с одним накидом. Ну и довязываем так ряд до конца. Вяжется он так же, как и второй, за исключением последнего столбика. Чередуем столбик с одним накидом и 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. Нажмите на паузу, провяжите этот ряд у своего шарфика до конца, но закончим мы с вами вместе. 3 воздушные петли. Вот, под галочкой я провязываю столбик с накидом, 3 воздушные петли. Теперь отсчитываем. Делаем накид, отсчитываем 1, 2, 3, 4. Четвертую петлю. Еще раз, вот она. В четвертую петлю заводим крючок и провязываем финальный столбик с накидом. Вот что получается. Давайте вернемся к нашей схеме. Вот он, наш новый ряд. Он вяжется точно так же, как мы с вами провязали первый ряд. 3 воздушные петли подъема и столбик с одним накидом, 5 воздушных петель. В вершинку столбика провязываем галочку, 5 воздушных петель. Во вторую вершинку, одну мы должны пропустить, галочка 5 воздушных петель, галочка 5 воздушных петель. В конце в третью воздушную петлю подъема вяжем 2 столбика с накидом. Итак, 3 воздушные петли подъема и поворачиваем ряд. Накид, вершинку столбика провязываем столбик с накидом. Ну и 5 воздушных петель. Пропускаем один столбик и вершинку второго столбика вяжем галочку. Посмотрите, столбик, галочка, столбик. Тут у нас столбик, будет галочка и столбик. Вот в таком шахматном порядке вяжется узор. Сейчас вяжем галочку и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Очень простой узор, мне прям хотелось с вами поделиться, потому что в итоге получается красивый шарф, а вяжется он очень-очень просто. Итак, галочка, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Накид, одну вершинку мы пропустили, а во вторую вяжем галочку. Столбик с накидом, воздушная петелька, столбик с накидом. И вяжем так до конца ряда. 5 воздушных петель. Одну вершинку мы пропускаем, а во вторую вяжем галочку. После галочки делаем 5 воздушных петель. Вот я почти дошла до конца ряда. Сейчас будем вязать в третью воздушную петлю подъема. Можно, вот как я, от столбика отсчитать четвертую петлю. Она и будет третья воздушная петелька подъема. Заводим крючок и провязываем в эту петлю 2 столбика с одним накидом. В конце ряда вяжем не галочку, а 2 столбика с одним накидом. Вот такой красивый узор получается. Следующий ряд – это 6 воздушных петель, столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли. Такой ряд мы с вами не раз уже вязали. Крайний столбик в третью воздушную петлю подъема.
Давайте свяжем этот ряд тоже вместе. Вяжется он точно так же, как и второй. 6 воздушных петель в начале ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем вязание и под цепочкой из 5 воздушных петель провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Накид, столбик с накидом и 3 воздушные петли. Накид, под цепочкой столбик с накидом и 3 воздушные петли. Накид, под воздушной петлей столбик с накидом и 3 воздушные петли. Вот так, очень просто, не спеша, мы с вами свяжем такой красивый шарфик. Обязательно напишите, из какой пряжи вы решили связать. А еще вяжете вы шарфик или палантин, потому что очень красивый, даже вечерний палантин можно связать таким узором. Итак, довязываем ряд до конца. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид в 3-ю воздушную петлю подъема, заводим крючок, провязываем столбик с накидом. Все, ряд готов. Сейчас можете перемотать видео назад и продолжить вязание всех оставшихся рядов вместе со мной. Следующий ряд вяжем такой же, как 3-й, вот он, потом 4-й, так далее мы будем чередовать. Я надеюсь, что вам все понятно, и в итоге у вас получится вот такой очень нежный, красивый шарфик. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!